Всем привет! Сегодня запишем продолжение к предыдущему видео по теме обучения, а именно простая торговая система для новичков. В прошлом видео я уже разобрал ключевые требования, которые нужны, чтобы новичок вырос в опытного профессионального трейдера. Сегодня я предоставлю возможность познакомиться с очень простой торговой системой, которая сама по себе, может быть, и не несет огромных прибылей, и входы не такие частые, но все же на дистанции позволяет обычному новичку зарабатывать, даже если вы в рынке всего лишь неделю. Она очень простая, очень понятная и с конкретными правилами, поэтому я очень рекомендую ей пользоваться, пока вы не приобретете достаточный опыт и знания, чтобы переходить к более сложным торговым методикам и техникам. Называется она очень просто. Она называется дивергенция по объемам. Дивергенция– это расхождение. Такой технический термин, который определяет ситуацию, когда у нас есть, а, если очень просто, определенная волна на определенная, например, волна на графике, после которой идет попытка продолжения этой волны, но ничего не происходит, и рынок разворачивается на 180 градусов. Почему так вообще происходит? Краткое теоретическое обоснование. Так как мы работаем на рынке, а здесь ценообразование формируется с помощью аукционного процесса, то фактически участники рынка соревнуются за цену. Когда идет, например, резкое сильное снижение, это говорит о том, еще и на объемах, и очень высоких объемах, это говорит о том, что кто-то очень активно стремится распродать то, что было им куплено ранее, где-то гораздо выше. Как правило, такие моменты встречаются там, где новички, которые купили гораздо выше, чем продают, уже не выдерживают убытки, психологически они не выдерживают и склонны все продавать в моменте. Как правило, как правило, и часто это встречается на уровнях, поэтому уровни вообще очень важны для анализа. Так вот, чтобы не попасться в ловушку, в которую попадаются новички, предложу сегодня такой безопасный вариант для торговли тех, кто хочет развиваться в трейдинге. Вы всегда должны будете искать эту самую дивергенцию. Так вот, когда у нас есть активная волна падения с очень высокими объемами, что говорит о активной распродаже инструмента, то нужно дождаться момента, когда у нас рынок попытается пойти ниже первоначальной волны с объемами. И если в этой волне вы не увидите продолжение активных продаж, то есть объемы фактически затухают, я сейчас увеличу специально, то можно сделать признак, первый вывод, признак это дивергенция. То есть у нас идет цена вниз, ниже, чем объемная волна, а объемы не увеличиваются. То есть нормальная ситуация, когда с падением цены объемы должны увеличиваться, а здесь идет наоборот падение объемов. И что у нас получается? Ситуация, при которой больше не остается продавцов, которые готовы дать цены ниже, чем основная масса участников. Эта масса участников обычно называется в объемном анализе зоной стоимости. Но я не буду в этом видео пытаться грузить теории, а это ни к чему новичку. Просто главное увидеть вот такое вот расхождение, когда цена идет ниже, а объемы при этом падают. Что получается? Те, кто продавали здесь, и те, кто здесь покупали, то есть надо понимать, что это сделки, значит, есть у нас и продавцы, и покупатели. Если покупатели, причем, скорее всего, на падении всегда покупают умные, то есть умные где-то там продали высоко вверху, а где-то внизу покупают. Выгодно продавать по 3000, покупать по 1000. Я думаю, все с этим согласны. Если умные здесь покупают эту монету, то, конечно же, они не будут продавать, что сразу отражается в объемах, и это приведет к тому, что активный спрос с их стороны вызовет потом дальнейший рост цены. Дивергенция фактически определяет место крайних точек на графике, так как формируется она в основном на эмоциях. Это всегда резкие импульсные движения. Не часто встречается, но
как правило, отражает экстремумы. Можно посмотреть и здесь такой же пример. У нас есть объем, была хорошая волна роста после дивергенции. Мы подходим к уровню начала импульсной волны. Цена пересекает уровень, появляется объем, скорее всего, втягиваются участники, которые работают на пробой. И смотрите, после того, как объем появился, дальше цена растет и объем снова падает. То есть цена вверх, объем вниз. Опять дивергенция. И мы получаем долгосрочное хорошее снижение. Снова у нас есть объем, попытка пойти вниз, объем падает. То есть опять объемы, объемы. Идем вниз. Здесь даже не было ложного накола. Как правило, дивергенция не совсем сопровождается волной, а просто накалывает зону объема, пытаясь выйти. Но ничего не получается, и цена резко возвращается в эту зону стоимости. Так вот, здесь даже и этого не случилось. Настолько продавцы слабые, что они уже не могут дать цену ниже, и покупатели со временем просто перехватывают инициативу. То есть такие резкие, сильные, объемные импульсные волны очень важны для анализа. И новички могут работать против них, соблюдая риски. То есть если, например, вы пытаетесь ловить дивергенцию, а где вход должен быть, как правило, на пробитии той самой волны, которая не смогла обновить тренд. То есть если мы говорим про дивергенцию, то следующая волна, вот в данном случае она здесь у нас находится, здесь она находится, вот здесь ее начало, здесь мы ее видим, вот. Каждый раз, когда мы пробиваем эту поддержку, она уже показывает, что у покупателей просто нет сил. Здесь продавцы уже пытались удерживать цену по низам, но вы видите, объемы тухнут, объемы слабеют, просто нет больше возможности удерживать более низкие цены, и покупатели перехватывают инициативу. Так фактически и формируется дивергенция. Всегда импульсно, всегда резко, после пробоя каких-то значимых локальных вершин и низин. Если присмотреться, здесь у нас есть точно такая же ситуация. Смотрите, цена росла, 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 росла. Пробиваем уровень. То есть вот у нас, смотрите, уровень, макушка слева. Цена вылетает, то есть кажется, ну все, сейчас понеслась. И что получается? Покупатели втягиваются в рост, и цена просто останавливается. Объемы падают очень сильно. Я сейчас увеличу это участок. Крайне сильно падают объемы. Объемов нет. Цена делает накол. Вот попытка подняться выше. Вот наша волна дивергенции. И опять объемы тухнут, и мы получаем то, что получаем. Цена просто плюхается вниз, покупатели без шансов вынуждены в итоге выходить по стопам. И где-то их, скорее всего, будут ловить под этим уровнем, как хорошей такой поддержкой локальной. В общем, на таком примере я хотел бы предложить новичкам попробовать начинать свой опыт в трейдинге. То есть торговая система незамысловатая, она очень понятна теоретически, что здесь происходит. Визуально тоже ее не так трудно определять. Главное использовать только анализ баров, ценовых движений, волн и просто смотреть, как объемы связываются с этими движениями. То есть все, что нужно новичку здесь, просто немножечко терпения, усидчивости, внимания, и все будет получаться. На тех примерах, которые я показал, можно заметить, что где бы вы ни вошли, вы были бы в плюсе. Это не значит, что это супер грааль, часто можно ошибаться с этой дивергенцией, но даже на этих примерах можно заметить, что трудно остаться в убытке, если вы будете делать все по правилам. Опять же, я хочу сказать, что это не грааль, это не идеальная торговая система. С опытом будут появляться более интересные торговые методы, и их очень много. Сколько даже трудно, наверное, все перечислить, но они достаточно сложные. То есть каждый новый метод по-своему все больше и больше требует теоретических знаний.
А так как они все в основном начинают в комбинаторике быть, то там знания постоянно нужно все больше и больше. Поэтому новичку, конечно же, просто невозможно будет сначала выучить этот огромный пласт теории, поэтому все понемногу. Но чтобы трейдинг уже нравился и приносил не только удовольствие и деньги, я предлагаю именно этот способ. На мой взгляд, с позиции моего опыта, это самый простой способ и надежный для стабильного дохода на дистанции. Рекомендую всем. Успехов!